Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиоа. Перед тем, как мы погрузимся в этот бренный мир рандома, я хочу перед вами извиниться. А извиниться я хочу за то, что под одним из своих роликов я обещал, что как там соберется 50 лайков, то я реализую сборку Алхимик Кира через троллей и, возможно, тролля Берсерка. В правом верхнем углу экрана на него выскочит подсказка, поэтому кто этот ролик не смотрел, то обязательно посмотрите. Там очень интересная каточка, это цветы через дубликаты и не через инсектоидов, как обычно, а через намного интереснее билд. Поэтому это по-любому интересная каточка для вас будет, ну, в принципе, как и всегда. Вот. Перейдете, посмотрите. И сейчас настало время исполнять обещания. Не знаю, как я буду стартовать сейчас. Скорее всего, либо же через гоблинов мехов, либо же через какой-то любой другой билд. В идеале, конечно, стартануть через рыцарей. Потому что через рыцарей потом легко будет перестроиться. Если же, соответственно, будут идти тролли, то, соответственно, буду играть через троллей. Ну, как-то так. Как бы план построен. Поехали его исполнять. И раз такой косяк произошел, то давайте так. Если под этим роликом соберется 50 лайков, я реализую старый очень билд. Это Terror Blade в троечку. По старой механике, через зверей, через немножечко чернокнижников. То есть, ну, все по фэншую. Все как было прежде. Либо же через троллей. То есть, одно из двух. Поэтому 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовывать ТБшку. Я думаю, это довольно-таки, знаете, хороший челлендж. И довольно-таки необычный. Особенно, когда ТБшка не вне меты. И особенно, когда его может антимах развалить. Вот, и еще я хочу выразить огромную благодарность своим подписчикам, что они написали мне в комментариях, что мой микрофон фонит как счетчик Гейгера, как будто тут радиация стоит, и от меня идет такая лютая радиация, и просто фоном весь закрывает микрофон. Огромное спасибо вам. Надеюсь, у меня получилось настроить микрофон сейчас отлично. На самом деле это кринжовый такой момент, чтобы вы понимали. Это все было из-за того, что у меня неправильно стоял кронштейн на микрофоне. И, как мне написали, скорее всего, у меня была проблема с заземлением. Ну, я надеюсь, у меня получилось исправить эту неполадку. Если что, ребят, если что, не стесняйтесь мне об этом писать. Обязательно пишите, потому что кто-то замечает это, кто-то не замечает. Я, допустим, не замечал, когда прослушивал ролик, пересматривал, там смотрел, что к чему, куда, почем. То есть, может, где-то звук поправить. То есть, я этого не заметил. Но у меня своя есть проблема, почему я это не заметил. Я не говорить не буду, но есть у меня небольшая проблема. Но я прислушался, выкрутил звук на максимум, и, соответственно, я услышал этот счетчик Гейгера. Неприятный, конечно, звук. Сразу извиняюсь. Шейкер на 4, понимаю. Шейкер на 4, понимаю, не понял. Какой еще есть шейкер? Где шейкер? Нет шейкера. Может, кому-то упал этот шейкер? Ну, мне не упал явно. Я тут вижу гиду в двойку. Я, по крайней мере, вижу, что мне неплохо идут сейчас рыцари и тролли. Поэтому мы сейчас убираем духов. На самом деле, я изначально хотел записать духов. Я вот как только стартанул каточку, я увидел, что есть духи. Но потом, знаете, ну потом как? Вот сейчас конкретно я понял, что не хочу я играть через духов. Не нравится мне этот билд через духов. Вот не знаю, хоть убейте, но не знаю. Это мне не нравится. Это то же самое, что играть в лейте на рыцаря. Обоссанная синергия. Ну, ладно, ладно. Много меня сейчас кто будет людей осуждать, но я скептически отношусь к синергии духом. Вот герою аппарат, который дух-жрец пятерка, это мощный герой, очень мощный герой. Под 9 магами его собираешь, либо же под троллями его собираешь и разваливаешь всех и вся. Как-то так, как-то так. Но я множество мнений слышал по поводу духов. Со множеством я согласен, со множеством не согласен. Я думаю, все-таки каждому на вкус и цвет, но в мету, когда сейчас рулит Джаггернаут, когда в мете рулят магические билды, то дух смотрится так себе. И если вы, соответственно, соберете духа пятерку в двойку, закинете ему агоним, дадите ему цепочку с 4 тира, и там подкинете 6 магов, вот просто как подкидыши каких-то, то у вас все будет замечательно. Вот реально у вас будет все как по фэншую, вы будете разваливать, будь здоров. Даже я вам сочувствую вашим противникам в этот момент. Потому что дух жрец пятерка разваливает он ничего делать. Вот смотрите. Все как обычному магу вы закидываете. Закидываете посох 3 тира, агонимчик, цепочку. Для чего цепочка? Для того, чтобы дух пятерка сразу сработал. Ну ладно, это как бы такой нюанс небольшой. Давайте перейдем все-таки к каточке. Я расскажу, какой у меня в целом план на игру сейчас.
На самом деле план хотя бы не отлететь в топ-8. Вот я выбрал сейчас такую синергию, такую сборочку. Хоть сейчас и полностью все ранги сбросились и так далее, и так далее, и так далее. И много кто играет по фану. Но скажу следующее. Это довольно-таки сложно реализовать, если оно вам не идет. А если идет, то легко. Но если не идет, то очень сложно. Но и есть огромные минусы у этого билда. Минус заключается один. Во-первых, алхимик. Он один. Вот он один. Он одинешенек. Он, знаете, как говорят, один в поле не воин. В данном случае алхимика один в поле еще и как воин. Такой воин, что всех воинов воин. Но, он один. Законтролить его очень легко. Что вы понимали, баш 4 тира, всякие безоружия и тому подобное спокойно его контрят. Вот прям налегке, знаете, на одном дыхании контрят. И тут сразу я перехожу ко второму ему минусу. Так как он один, если вы соберете его в двойку, то вы вашему противнику за выигранный раунд будете наносить минус 5. И извините меня, когда у вас остается 20 хп, то у вас одна ошибка, и вы ошибка. А вот у вашего противника несколько ошибок, и как-то вообще все плевать, вы ему минус 5, он у вас минус 20. Ну, в принципе, нормальный такой размен, да? Скажем так, за силу приходится платить. Но данная темная сторона, она не особо как бы выгодная. Лучше перейти на светлую сторону и толпу гасить, как и все. Но в оправдание этого я хочу сказать следующее. Если у вас хорошие предметы и у противника нету много контроля, ну, даже если есть много контроля, у вас, допустим, есть БКБ, но у противника нет башера 4 тира, то за БКБшку вы можете развалить всех и вся. Почему? Объясняю. 6 троллей плюс алхимик в двойку с аганимом, либо же алхимик в тройку, дай бог, что вы собрали, то алхимик ломает себе скорость атаки. Да, вы не ослышались. Он ломает себе скорость атаки. Надеюсь, у меня получится это реализовать и показать вам. Вот. А то я сейчас, знаете, это моя первая попытка, а, как говорится, первый блин комом. Обычно, знаете, такие вот вызывающие челленджи я записываю как минимум со второй-третьей попытки. Ну, ничего страшного, я думаю, как бы ради контента можно и пострадать немножко. Просто, скажем так, главное, чтобы мой запал не пропал. А то у меня сейчас, знаете, так спичка в одну... Ладно, не буду говорить. В общем и следующем. Боже, что я несу? Но это все из-за того, что у меня хорошее настроение. Поэтому несу какую-то ахинею и надеюсь, вам интересно и весело заодно, как и мне. Так, а где мои рыцари? Гоблины мне приходят, а вот я хочу рыцарей. Давай 4 рыцаря хотя бы. Надо было пикать луну со старта. А еще, знаете, что увидел? Что там есть человек, который собирает себе троллей, но он собирает их через волшебников. Честно, как-то не очень выглядит. И еще я, знаете, сейчас так подумал, возможно, это даже будет не алхимик троллем, потому что в катке есть обалденные легендарочки. Это орк-чернокнижник, это Зевс, это Леший, это Хан. То есть есть куча билдов, которые меня могут размазать в пух и прах. Ну, я надеюсь, получится да наоборот. Так. Шокер, кто ты такой? Так. О, дух. Тут собирается дух-бог. Вот это резак крутанул. Кто заметил, как он только что крутанул? Просто на месте свой миксер прокрутил. Бесполезный ты овощ. Я еще и сейчас откисну благодаря тебе, да? Нет, спасибо. Ну, спасибо, хотя бы я не откис. ХПшку сэкономил. Но чел будет играть на духах. О, рыцарь. Одного рыцаря я наныл. А можно еще парочку? Можно сделать так, чтобы у меня было 6 рыцарей уже. 4 есть, хочу 6. Кто-то сейчас смотрит этот ролик и говорит такой: слышь, чел, а тебе немного 6 рыцарей? Губу не хочешь закатать? А не хочу. Блин, если резак в двойку придет, можешь его продать, а? Да, я его продам. Резак в двойку — это мощный персонаж, особенно если бы у меня было... Серьезно? 6 зверей на 10 уровне, еще ты имеешь Манки Кинга? Скажи... Ой, хотел сказать, скажи спасибо. Говорю спасибо, что хотя бы у тебя нету 6 рыцарей, несколько Ой, 6 рыцарей. Да что ж такое? Смотрю на своих рыцарей и говорю: рыцарей.
Говорю тебе спасибо за то, что у тебя хотя бы не куча двоек, и ты не на винстрике. Огромное тебе спасибо хотя бы за это. Огромное спасибо, что ты обычный работяга, как и я сейчас. Но этот обычный работяга может меня такое устроить. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Как это культурно сказать? Ну, в комментариях помогите мне, как это культурно можно назвать. Что он может со мной сделать, если он был бы на винстрике через суммоны и через 6 зверей еще сверху? Ну-ка, подкиньте идей. Ну, кстати, тут есть шанс, что я сейчас заберу винстрик. А ну-ка. А ну-ка. А, не заберу. Хнык-хнык. Знаете, почему не заберу? У него тренд в двойку, у него есть боги, у него резак в двойку и тинкер в двойку. Я думаю, этого комплекта уже достаточно для того, чтобы понять, что меня сейчас так покрутит на болте. Или не покрутит. Да не, тут резак в двойку под богами. Не. Ну да, ну, то, что я ожидал. Обидно, конечно. Да, ну, хотя бы минус 2 получил. Хоть на этом спасибо. Хочу рыцарей. Рыцарей хочу! Знаете, в чем будет забавно? Если Шокер соберет сейчас себе духов, 6 духов соберет довольно-таки рано, и духа жреца соберет в двойку. По закону подлости, так оно и происходит. Обычно те, кто находится в нижней сетке, они находят то, что надо. И довольно-таки быстро. Да. Это жизненная жизнь. Я думаю, многие со мной согласятся. Так. Непонятный ник. Палочки какие-то. Самурайские. Жалко Бэтрайдера понерфили. Мне нравился старый Бэтрайдер. Старый Бэтрайдер был прикольный, веселый, имбалансный, сломанный. Так, в двоечку есть один молодой. Хорошо. Начало положено. У меня есть Абаддон. Вот жалко сейчас, что нету острых наручей второго тира. Прикиньте, если бы на острый наруч второго тира не убрали, то было бы просто замечательно. Было бы идеально. Кстати. Я аж недавно ролик выпустил с Легионкой. Недавно выпустил ролик с Легионкой. И кто помнит лайфхак? Ну-ка напишите в комментариях, кто помнит этот лайфхак, о котором я говорил в том ролике. По поводу легионок. Жду в комментариях это. Если бы у меня сейчас... Ты подозрительно сейчас какой-то сильный. Не, ну в этот раз хотя бы Лина не дала мне 2 ваншота на лицо. Так, кто напишет в комментариях запретное слово, тот молодец. Начинается на кам. Заканчивается на Т. Не нравится, что у него... Is pretty good? Ну где мой еще один рыцарь? Где мой рыцарь на белом коне? Мне нужен 6-й рыцарь на белом коне. Либо же на драконе, одном из двух. Пусть Дейнерис мужского пола ко мне придет. Там профит какую-то такую тему собрал непонятную, и по итогу имеет винстрик. Ну он пока что через... короче, он играет сейчас через тента. Боже, на таких простых фразах я вот так вот туплю, просто буксую на месте. Он собирает сейчас себе трента в тройку, через него будет играть, и благодаря тренту в тройку, плюс у него есть Тинкер и Резак, он спокойно будет сейчас выживать на изичах. У него еще есть боги немножко, то есть у него 2 бога, он возьмет себе 8-й, поставит 4 бога, при этом у него будут, скорее всего, халявные роллы в будущем, и потом он, наверное, перестроится в какой-то билд, что-то связанное со зверями, либо с сумонами, одно из двух точно будет. Либо же даже, не знаю, может богов с чем-то. Так, алхимик есть, спасибо. Так, первый пациент к нам пришел. Отлично. Алхимик это залог успеха моего. Хорошо, что у него нет сейчас халявных роллов. Вот серьезно. Не, есть. Блин, не туда посмотрел. Я на мгновение подумал, что у него не было халявных роллов. Ой-ой-ой. Знаете, в чем минус сейчас моего билда? Минус в том, что против меня есть воин.
Когда Алеза соберет себе 9 воинов, и если у меня не будет никакого отхила, элементарно даже 4 чернокнижников, то меня так покрутят на болту. Ух. Любые американские горки будут отдыхать от такого раскручивания. Два чувака на последнем месте реально какой-то бред собирают. Либо им настолько жестко не везет, что они такой бред собирают, либо же я отказываюсь в это верить, что им настолько сильно не везет. Хотя на самом деле, зная свою удачу, то по-любому есть и такие люди, как я. Но то, что Godfake собирает себе троллей, это меня не радует. Два тролля. А рыцарь ко мне придет? Уже 15 раунд, я хочу рыцаря. Можно было бы масочку взять, либо же доспех. Но я, наверное, рольну. Ладно. Отхил раз в 15 секунд тоже, в принципе, неплохо. Ищем плюсы. Ребята, ищем плюсы. Ни в коем случае мы не находим минусы, мы всегда ищем плюсы. Хотя, на самом деле, так сложно искать эти плюсы. Когда ты понимаешь, что у тебя реально такое дерьмо, а не шмотки. Не, ну чё, у меня есть арканцы, у меня есть у меня есть арканцы, и у меня есть этот Грааль. А тут, кстати, нежить собирается. Ага. Еще на Абудона собрал двойку. Ага. А еще и откис. Ага. Или не откис? Нет, кис. Неплохо. Профит 11 винстрик. Уже 8 уровень взял. Страшный ты человек, профит. Очень страшный. Я тоже почти 8 взял. Я 8-й-то взял. А рыцаря как бы не насумонил еще, понимаете? Но если честно, он как-то пожертвовал халявными роллами, и я не понимаю зачем. Он мог спокойно оставить себе халявные роллы и спокойно себе жить. То есть у него было бы 4 бога, у него было бы 3 меха гоблина, и плюс еще и трен в тройку у него был. Либо же это бот на Godfake, либо же это чел, который реально не умеет играть. В принципе, как я в Teamfight Tactics зашел. Кстати, кто не видел Teamfight Tactics, я его проходил на стриме. Ну как проходил? Играл. Проходил на стриме. Вот это я... Да. У меня винстрик 5. И знаете, в чем загвоздка? У меня нету 6 рыцарей. Приходит ко мне профит, забирает у меня мой винстрик. Кровавыми слезами набитый. Ну да, он сейчас должен ко мне прийти. Я его даже вынести не смогу, у меня дамага нет. У него куча отхила, у меня дамага ровно 0. У него есть инча в двойку, у него есть трен в тройку. Самый жесткий это трен в тройку. А рыцарей у меня нет. Зовите короля Артура, я хочу с ним поговорить 1 на 1. Хочу с ним поговорить 1 на 1, потому что мне нужны рыцари, а их нет. Где эти рыцари круглого стола? Я же заговорился. Ну-ка напишите, кому что послышалось только что я сказал. Ну, знаете, в чем еще жесткий минус? Сколько ты сейчас, дорогой, мне нанесешь урона? У тебя Фурион сейчас будет на... Ну нет, ну сдохните вы быстрее со своими сумонами. И сколько? Минус 20. Просто как с куста, кэшбэкнул. Рыцарь мой где? Манки Кинг, окей, рыцарь где? У меня сейчас седалище разорвет на 2 части. Где мой рыцарь? Не знаю, я сейчас поставлю МК. Может, с МК все как-то получше будет выглядеть. Хотя я сомневаюсь. 6 зверей с 2 МК. Ага, понял. Фух. Откис через 3, 2, 1 и палка на лицо, все. Я его вынес? А каким образом? Можно узнать? Каким образом я тебя вынес? Я 9 уровень возьму.
После того, как я возьму 9 уровень, я буду ролиться. Буду ролиться, пока не найду себе алхимика в двойку, пока не перестроюсь в троллей. И когда я все это сделаю, тогда будет все замечательно. Сейчас на вот этом вот раунде мне желательно, чтобы упал гиперстон. Потому что он дает 50% скорости атаки. Для алхимика это нереальный будет буст. Он максимально быстро разгонится и будет максимально быстро выносить всех своих противников, которых только может. А еще, кстати, мне нужен огр. Без огра жизнь будет совершенно не та. Ну, кстати, гиперстон я смогу использовать даже и сейчас. То есть я смогу закинуть в условного Манки Кинга, и он будет мне полезен. Возможно, мне даже понадобится сейчас поставить 4 тролля. Дай бог, только хотя бы рыцарь пришел. Ладно, спасибо, хотя бы антимаг есть. Я, наверное, сейчас из инкама выйду. Так, ну, с отхилом мы порешали. С отхилом мы порешали. Есть 25% отхила. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Поставлю антимага. Поставлю антимага. Как мы помним, антимаг это имба, и я все-таки выйду из инкама. Со слезами на глазах я выходил из этого инкама. Ребята, вот не могу вам передать словами, насколько слезно я выходил из этого инкама. По моему выражению лица не скажешь, что я сильно расстроен. Но, ребят, я очень сильно расстроен. Вот честное слово. Кстати, можно парочку предметов продать. Рискну. И Аганим, и Кираса. Бог ты мой, за что такое счастье? Я возьму Кирасу. Кто-то сейчас напишет в комментариях о том, что это была ошибка, но нет, ребят, на самом деле это не была ошибка. Я сейчас вам объясню, почему это не была ошибка. Во-первых, у меня алхимик под своей способностью будет в радиусе понижать броню. Это первое. На 7 единиц. Запомнили, да? Кираса понижает на 15, по-моему, ну да, на 15 броню. Все это мы совмещаем, получаем огромное количество брони. Это первый момент. Второй момент, почему я так сделал, это из-за того, что у меня будет алхимик крепкий, у него будет много хп, его не будет так быстро, не будет такой возможности быстро его ваншотнуть. Кстати, я сейчас буду ролиться. Бабка в двойку, сюда. Ух ты, и темпларка, и это, и то. Сейчас, ребята, я закончу свою мысль, дайте мне мгновение. Я наконец-то нашел себе 6 рыцарей на 22-м раунде. Обалдеть. Так вот, у меня алхимик будет под этими предметами. Во-первых, максимально много понижать броню в радиусе. Во-вторых, против меня бы здесь 100% соберутся воины. И благодаря тому, что у меня будет кираса, я буду снижать им много армора. И, соответственно, у меня еще скилл алхимика снижает много армора. Все это вместе мы плюсуем и получаем что? Правильно, у воина не будет столько профита от его синергии. Сейчас спросите, почему у него не будет столько профита от его синергии, я сейчас объясню, ребят. Смотрите, у воина работает пассивка следующим образом. По крайней мере, это то, что я заметил. Если что, то в комментарии мне поправите. Сейчас мне вот этот вот придет, сейчас минус 30 на лицо выкатит. Вот давайте запомните, минус 30 сейчас на лицо он не выкатит. И пока он мне выкатывает минус 30 на лицо, а я к тебе, профит, приду, я тебе обещаю, я тебе приду, я тебе отомщу за все. Готовься. Так вот, когда вы воину понизите броню, и у него будет меньше 50%, от текущей брони, которая у него будет на тот момент, он умножит себе броню от синергии. Естественно, если дебафы падают, они тоже умножаются. Как это работает, в душе не чаю, не понимаю. Кто вдруг понимает, как это работает, то напишите в комменты. Я на самом деле не особо знаю. Ну и сколько ты мне дал? Ну ладно, минус 21 это еще терпимо. Хе-хе. Тролль пятерочка. А чё, можно найти тролля еще одного? Вот, 2 троллей. Двух. И алхимиков двоечку. Смотрите. Делаем так. Ладно, потом. Потом поменяю немного. Вот. Мне нужно еще 2. А, у шокера 2 хп. Только не скажи, что ты меня вынесешь. 3700 урона от Разора, ты чё? Успокойся.
Дядя, успокойся, все, в Next отправляйся. Спасибо тебе за игру большое, но ты мне здесь не нужен сейчас. Хорошо, что он на 7 уровне откис. Вот реально хорошо. Я рад, неимоверно рад. Так, Бэтрайдер апается, отлично. Так, о чем я говорю? А, мне сейчас нужно, наверное, всех 4 тролля поставить. Мне нужно, наверное, поставить 4 тролля. Я продам, короче, волшебников вот этих. Наверное, без волшебников стартану. Хотя на самом деле... Ладно, это Темплар, который... Спасибо. Так, вот это вот так, вот это так. И вот так. Все. В легионку я уже, естественно, не верю. Так, зверя я сейчас заберу. Кстати, у него 100 монет. 100 монет и 8 уровень. Неужели это тоже бот? Это не было похоже, что это бот, если честно. Или вылетел. Но я думаю, все-таки он вылетел. Ладно, похоже, мне придется на всякий случай брать волшебников. Отлично. Сказать, что это хорошо, это все равно, что ничего не сказать. У меня 2 алхимика есть. У меня есть и волшебники. Так, это мы продаем. Гримтача мы берем. Броню мы закидываем. Надеюсь, что через раунд ко мне придет сейчас алхимик в двойку. Топ-1, конечно, зверь. Вы гляньте на него, у него 18 винстрики, какой стол. У него вообще непонятно, что там собрано, но тем не менее он вот этой вот непоняткой выносит. Я в шоке. Я реально в шоке. 18 винстрик. Вот это будет кэшбэк, если его вынесу. Бог ты мой. Так. Давай гиперстон. Гиперстон. Барабан хорошо. Гиперстон. Гиперстон! Ага. Бэтрайдер это хорошо. Леон тоже хорошо. Гиперстон? Уникальные скины. Бесплатно. Кстати. На момент записи ролика выкатили анонс патча. Но про то, что они поменяли название Шаробезны, ни слова. Надеюсь, что поменяли, конечно. Иначе, если они не поменяли, это будет кринж. Вот. В телеграм-канале я, соответственно, выпустил тизер, что же там будет в патче. Что там поменяют, что там побалансят. И у меня есть свое небольшое мнение. О нем я, естественно, поговорю в другом ролике. Ну, я, соответственно, потестирую, но на самом деле мне уже не особо нравится тот патч, который они выкатят. Во-первых, посох 3-го тира они нерфят, АЭМа они не нерфят, шаманов они понерфили, а кого они там еще понерфили? Энчо они переделали, жрицу света они переделали. Зачем они... Ну, вот, на самом... Я говорил уже несколько раз, то, что разработчики в эту игру не играют. Они элементарно даже не знают, что нерфить, что балансить, что крутить, что вертеть. Кстати, Джаггер в тройку, 53 монеты на 26-м раунде. Вспоминаю свой стрим, где я играл на богах, магах через Джаггера, и у меня был на 37-м, по-моему, раунде Джаггер в двойку до сих пор. И у меня всего лишь 2 Джаггера в двойку было, на 37-м. А вот чел на 26-м себе 54 монеты имеет, еще и в тройку Джаггера нашел. Ух ты. Это, конечно, круто, но оно не бесполезно. И этот мне бесполезно. И ты мне бесполезен уже. Вот пришел бы ты немного раньше, ты бы был мне дичайше полезен. А сейчас ты дичайше бесполезен. О, Бэтрайдер в тройку. Улучшение которого я заслужил. А алхимика можно? А алхимик выйдет погулять? Алхимик. Алхимик. АМ идет, алхимик не идет. О, яичко. Я не хочу яйцо тратить. Я хочу его на тролля потратить. Ты... О. У меня хотелось... Ну, я только что хотел, что... Короче, у меня чуть жопа не взорвалась. Не хватило чуть-чуть детонации. Чуть-чуть детонации не хватило. Еще б немножечко, вот знаете, было на грани. Было на грани. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот хорошо. Так, мне надо быстро шмотки перекидывать. Так, буссы сюда, вот это сюда. Вот, кстати, посмотрите, сколько у меня брони сейчас. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот чуть-чуть не успел. Сейчас бы Леончика схавал на обед. И был бы вкусный, прекрасный ужин у меня.
Ну, кстати, зацените, сколько у меня... Чего? 15 тысяч урона от тролля? Я... Опа, сюда, кэшбэк. Я тебе говорил, что я приду за тобой, профит? Я тебе обещал. Я тебе обещал. Готовься. Это только начало, дорогой мой. Я еще в 48 монет. Обалдеть. Это нечто. Кстати, вдруг кто не знает, почему я отдал сейчас волшебное зеркало троллю. Но перед этим я сейчас рольну шмотку. Я рольну возврат урона. Объясню почему. Да что ж такое, по предметам так жестко. Ладно, я беру Аганим. Аганим нереально бустит алхимика, поэтому 100% я беру Аганим. Почему я беру Аганим? Это чисто из-за того, что у него 0,5 скорость атаки становится. Это первый момент. Второй момент. 0,5 скорость атаки, это, если что, самая высокая скорость игры. Второй человек, точнее, вторая фигура, у которого самая быстрая скорость атаки, это вот тролль Варлорд. Ну меня, по-моему, вынесли. Смотрите на скорость атаки сейчас тролля. Ой, тролля алхимика. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Не разогнался еще, не разогнался. 40... На 48 хп он меня вынес. Ну хотя бы минус 18, мне нужен БКБ. Без БКБ все очень грустно. Срочно нужно БКБ. Кровь из носа оно мне нужно. Без БКБ мне будет а-та-та. Ну, тролль, естественно, ко мне не придет, да? Кстати, нужно взять уровень. Нужно взять уровень. И поставить чернокнижников. У меня будет 4 чернокнижника. Короче, почему я говорю, что 2 обалденных предмета? Я мог взять Мьёльнир, но Мьёльнир мне не сломал бы скорость атаки. Аганим сломал. Да, там... О, кстати, сюда червячок. Червячочек, червячок. Это хорошо. Так. Как-то так сделаю. Вот так. Вот. Смотрите, Аганим не сломает скорость атаки из-за того, что моя базовая скорость атаки на алхимике станет 0,5. Вторая фигура, у которой самая большая скорость атаки, это тролль Берсерк. Вот это вот легендарный тролль пятерка. У него 0,8 скорость атаки. У алхимика, соответственно, быстрее. Плюс у меня бескдшный будет ульт. Плюс 100 хп регена в секунду. Плюс минус 10 армора в окружении. Плюс у меня есть кираса. То есть это где-то минус 30 армора я даю просто с предмета и с активацией способности. Мало того, что у меня хп реген. Боже, вы посмотрите, что этот тролль творит. О, кстати, воин откис. Мне не хватает только БКБ. Не хватает только БКБ. Как только БКБ ко мне приедет, все, готовься. О, я тебе еще и посох сбрил. Как же хорошо. Как же мне это нравится. Как же мне нравится, когда люди теряют свой посох третьего тира. Какие эмоции. Это наслаждение. Ну и, кстати, наблюдайте за минусами алхимика, сразу говорю вам. Наблюдайте, изучайте и не совершайте ошибок. Вот, кстати, 9 воинов против меня, но я его вынесу. Знаете, почему я его буду выносить сейчас? У меня урон с руки что-то около 600. Это первый момент. Второй момент. У меня способность 3 уровня и кираса, которая дает минус армор. А это, соответственно, много минус армора у воина. А так как воин убивает обраткой, вы сами понимаете, что происходит сейчас. Воин мне не страшен. Ну и плюс у меня есть какой-никакой, но отхил. Так. Ух ты. И я возьму БКБ. Знаете, почему я возьму БКБ? Это не из-за того, что я взял БКБ сейчас по той лишь причине, что там много контроля. Это первый момент. Я мог взять Battle Fury. Но если бы я взял Battle Fury, то это была бы конечная для меня. Это была бы конечная, и я бы ничего не смог сделать. Алхимик. Ага. Не знаю. Где тролль? Я хочу тролля. Ну, кстати, мне камень Киры еще нужен. Камень Киры мне нужен, чтобы я тролля Берсерка закерил. Я очень хочу посмотреть на тролля Берсерка. Но я буду его керить только в том случае, если я буду уверен в том, что я выиграю эту игру. Если я увижу, что... Ну, понимаете, сейчас одна ошибка, и я получу минус тонну по лицу. А то, что они совершают ошибку и погибают, они получают максимум минус 10 от меня. И то, если все мои фигуры выживут. И то, если тролль заюзает волшебное зеркало. Кстати, обратите внимание сейчас на волшебное зеркало и на иллюзии.
Ладно, не обращайте внимания, это... это был бред. Вот, кстати, смотрите. Смотрите, какая скорость атаки. Все, погнал, погнал, молодой, погнал. Быстрая, самая быстрая рука Дикого Запада. И минус 5. Обидно. О май гад. Кстати, тролля нужно местами поменять. Если я не поменяю тролля местами, то меня и так и дальше будет выносить Джаггер со своей крутилочкой. Но плюс в том, что сейчас у этого Джаггера минус 50% стаков. Кстати, кто вдруг не знает, почему я кинул волшебное зеркало в тролля? Каждая его иллюзия будет использовать топоры. С Аганимом, я думаю, не будет использовать, потому что иллюзия не имеет предметов. Но. У него какой-то бешеный билд, если честно. Он собрал себе 6 богов. Короче, очень странный человек. Но, тем не менее, он фанится. Я так понимаю, он этот билд для фана сделал. И хочет лешего протестировать. В принципе, не осуждаю его. Хотя, на самом деле, он мог бы поставить тех же магов, и было бы лучше. Либо же это тот же Фулгорн. Ставит Фулгорн, и все замечательно. Как же алхимику плевать? Эх, а так бы минус 8 давал. Но тролль в двойку нормально так накидывает свои топоры. Я думал, будет намного хуже. По крайней мере, я доволен. Вот в действительности, по крайней мере, я доволен. Как только будет возможность, я сразу перекину шмотки в тролля. И все. Вы прикиньте, каждую секунду он будет кастовать свои топоры, которые наносят 400 урона, замедляют. Плюс базовая атака будет встраиваться. Если я сделаю синергию Киры, закину в этого тролля, схаваю нужные фигуры с дамагом, то там тролль будет наносить ничего себе. Как? Он профита выиграл. Я на мгновение даже не понял, каким образом он сейчас взял и настакал себе снова этот посох на 30 стаков. Но, тем не менее, я сейчас тролля поставил в другое место. Не просто так. Джаггер, если что, в левый нижний угол прыгал. Наблюдаем за троллем. Но алхимики так и понятно, что вынесет всех и вся. Чик-чик-чик. Что-то как... тут контроль перелетел. Окей. Алло! Алхим! Проснись! Кто вдруг не понял, откуда такие станы, я сейчас объясню. Там вот видите Рубик? Рубик стрел каски Вич-доктора. Все, профиту нужно перестраиваться. Если он не перестроится в какой-то адекватный билд, то он проиграет эту игру. Но так как он Олеза, по-моему, выигрывает, вообще все равно и плевать. Но я хочу синергию Киры. Я дичайше хочу синергию Киры. Я, кстати, немного поближе поставлю сейчас тролля из-за того, что у меня есть бусы 3-го тира, плюс у меня есть чернокнижники, которые дают отхил. То есть вместе с бусами будет побольше отхила сейчас, нежели есть. Потому что тролль у меня как-то, тяжко живет. Тяжко живет, очень тяжко. В общем, если я останусь с кем-то из них 1 на 1, я по-любому попробую закирить этого тролля. Мне очень интересно посмотреть на результат. А если маска 5-го тира придет, дай бог, то все. Там будет пасочки. Там будут такие пасочки. Красивые такие. Так. Алхим закастил свою способность. Спасибо. А Doom починили? Вы заметили только, что Doom закинулся в БКБ и он работает? А с каких пор Doom починили? Напишите мне в комментариях, с каких пор Doom работает в БКБ. Раньше Doom в БКБ не работал, я 100% гарантирую вам. То есть, в принципе, если сейчас Doom работает в БКБ, то значит он будет работать и в Джаггернаута? Ребята, кто-то такой тестил? Кто-то тестил, Doom работает в Джаггернаута? Ответьте в комментариях. Напишите в комментах, мне это очень интересно. Каким образом они исправили эту ошибку? Никакого патчноута не было, ничего не было. Каким образом? Хорошо, что он скоро вылетит. У него 5 хп осталось. Если, конечно, что-то сейчас ему эпическое не придет, то он вылетает. А я по его душу вылечу.
Я думаю, я с профитом 1 на 1 останусь. У меня есть такое лютое подозрение. Он хочет себе лешего в тройку забрать. Но керрит все равно Трента. Трент у него как танк. Ну, в принципе, у меня алхимик разгоняется на этом Тренте. Я не в обиде. Я не в обиде. Я наоборот за. Давай. Дерзай. О, мифриловые доспехи. Сюда. А знаете, что это значит? МКБ. А МКБ это хорошо. МКБ это хорошо, потому что это первое, скорость атаки. Второе, это срабатывание физического урона. Ну, самое главное, это антимиссы. Это самое главное. А еще там взято ЗС у профита. Не, ну на взято ЗС мне должно быть плевать. Должно быть плевать, потому что у меня есть БКБ. У меня БКБ юзается заранее, я разгонюсь в это время. И даже если у меня будет резать 50% от хила, то я должен перебивать своей скоростью атаки это все. О, не-не-не-не-не-не, только не башер. Только не башер, я тебя прошу. Возьми другую шмотку. Возьми что угодно, но не бери башер. Молю. Не бери башер. Не надо. Оно тебе не надо, оно тебя сожрет. Не трогай. Не трогай башер. Возьми что-нибудь другое, но башер не трожь. Так, ты рефрешер взял. Отлично. Я доволен. Молодец. Ой, красава, профит. Гений. Непризнанный гений. Ну, вы понимаете, в чем абсурдность? Ему этот башер важнее был, чем что-либо, чтобы меня выигрывать. Но он взял Battle Fury, но у него нету милишных керри. Зачем ему Battle Fury? Скорее всего, наверное, попробовал рандомную шмотку тыкнуть. А я сейчас уже его тут осуждаю, пылесосю. Потихонечку. Понемножечку. Вот так вот. Опа, змейка. Я нашел себе еду. Довольно-таки полезную, с кучей белка. Поэтому сейчас мы что? Мы будем пировать. Мы будем пировать, потому что некор ко мне не пришел. А это значит, соединяем мы сейчас змеечку. Меняем на вот этого худощавого шаманчика. Он не очень такой уж питательный, поэтому мы его сейчас заменили. У этой змейки больше хп и больше урона с руки. Так, ну что, кто... Серьезно? Я только тебя продал, ты снова пришел? Предатель. Был бы у него башер, у него бы... Ну, он бы лишился кучи проблем. Но башер он не взял, поэтому он поимел кучу проблем. Давай, тролль, назло. Тролль, назло. Манту юзни. Да не сдохни ты! Если бы он сейчас юзнул манту, кстати, Ализа вылетел. Я ни капли не сомневался в своей мощи, поэтому, ну... А вы мне? Давайте пробовать теперь тролля. Тролля керить. Пробуем керить тролля. Так, ману забери себе, отдай мне мои волшебные зеркала. И расстановку. Расстановку нужно поменять. Больше народу, меньше кислороду, но в этом сейчас огромный плюс. Не для алхимика, конечно. Алхимику придется сейчас пока что посидеть на диете. Так, вот это мы скипаем, это скипаем и это скипаем. Не лагай. О, черепушечка. Черепушечка. Ну все. Смотрим на тролля. Джук, джук, джук. Не, ну... Ничего себе так молодой настреливают. Единственный минус, что у Трента есть кольцо 4-го тира, и он много урона дефает. Это единственный минус, и все. Во всех остальных минусов нет. Все, пока, молодой. Минус 17. Готово. Готов. Сейчас, кстати, сделаем немножечко рокировочку по фигурам. А сделаем мы это для того, чтобы мы были в ажуре. Мой сейчас тролль с алхимиком вместе нападут на Трента, максимально быстро его схавают. И тем самым что? Как вы думаете? И тем самым мы перейдем на всю остальную часть этого шведского стола. Так, ну что, стол подан, погнали. Так, стоп, Алхим, живи! Вот ты крыса. Оставил меня один против всех. Ну ничего страшного, ничего страшного. Ну топорики, конечно, нормально так летают. Так, у меня теперь есть сомнение, что я сейчас выживу. У меня нет сомнения, что я сейчас выживу. Я и выиграл.
Ну как-то, блин, ну не знаю, как-то тролль прикольно смотрится. Но из-за того, что профит был огромен, у него есть огромный танк, то как-то так себе смотрится. А танк у него огромен из-за того, что у него есть кольцо 4 тира, которое блочит 120 урона. Это, извините меня, немало, когда у меня было 210 урона всего лишь с руки. Ну, что я хочу сказать? В принципе, все дрались как могли, все красиво играли, тут добавить особо нечего. Профит и уважение за то, что он сыграл на довольно необычном билде. Единственное, что я не понял, либо он не знает, как раскрыть его дальше, либо же непонятно, либо же он просто решил по фану сыграть, на чем ему приходило. Хотя у него огромный винстрик со старта был, и с таким винстриком, но я думаю, немножечко обидно. В общем, пройдемся по минусам и плюсам вот такого билда. Если вы играете через алхимика, тролля и Киру, как правильно, алхим, Кира, тролли, то самый главный минус — это вас легко законтрить. Башер 4 тира, 2 башера 4 тира, всякие безоружия, куча контроля и если что, БКБ вам не поможет. Никак он вам не поможет. Вас испепелят, аннигилируют. Все, что можно добавить к испепелению, аннигиляции и тому подобное, все будет с этим алхимиком, если куча контроля есть. Поэтому это самый главный минус алхимика. Если, конечно, вдруг там у вас хорошие идеальные предметы, то да, алхимик может разрывать все столы без единого шанса. Ему многого не надо. Ему нужен гиперстон, ему нужно МКБ для попадания. Если мясов никаких нету, то, естественно, БКБшка, Battle Fury, чтобы быстро чистить столы, если есть спам огромный. Если этих спамов нету, то, естественно, ему что пригодится? Правильно. Башер, МКБ и все. Вот эти вот предметы, что ему нужны с 4 тира. БКБ, Башер, либо МКБ. Ну, МКБ, я думаю, универсальнее, чем Башер. Но тут уже надо смотреть по игре. Из 5 тира ему нужна... Ему даже, на самом деле, маска 5 тира не всегда нужна. Надо смотреть от игры, потому что вы поставите 4 чернокнижника. Может быть. А знаете что? Мантия. Ему мантия идеально зайдет. Знаете почему? Мантия 4 тира им идеально зайдет, если вы играете через волшебников. Потому что у вас один волшебник, он демон. И, соответственно, весь он будет бить чистым уроном, короче, алхимик. Вот вкратце. А так, у вас будет 4 чернокнижника. Это 25% от хила стычки. В принципе, неплохо. Особенно, когда у алхимика тычка 500 через синергию Киры. Ну, тут, я думаю, вы прекрасно сами понимаете. Надо смотреть по игре. Но маска 5 тира всегда must have. Маска 5... Короче, БКБ, мантия, МКБ, либо башер. Что еще? Бессмертие, либо маска 5 тира. Да и маска и бессмертие 5 тира заходят. Криты. Молнии не обязательно, но если пришли, берете молнии. Кираса 50 на 50. Если вы, соответственно, мантию наролили, Кираса вам бесполезна, потому что у вас есть чистый урон. Если у вас слишком... Короче, я думаю, разберетесь по предметам. Ничего сложного здесь нет, но катка была овер достойна. Мне она очень понравилась. Не ожидал такого результата от слова совсем. Добавить мне больше здесь нечего. Единственное, что вы добавите все сами в комментариях. И я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я реализую ТБшку. Это очень хороший челлендж, ребят. Старая стратегия ТБшки. Это друиды через зверей и чернокнижников, и, соответственно, ТБшка через ведьмаков. Я думаю, это прикольный билд. Так что, ребят, я запустил челлендж 50 лайков, и этот челлендж я выполню. И всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, не забудьте подписаться на мои каналы, YouTube и Telegram, Telegram закреплен в комментариях.